Друзья, всем приветище из уральских земель. Мы сегодня опять в нашем птичнике, нашим перепелам сегодня исполнилась ровно 1 неделя. Сейчас посмотрите, как они сильно изменились. Они выросли, они крупные, они мощные, они здоровые просто перепела. Бройлера наши тоже отлично растут, им уже 28, по-моему, дней, 28 или 29. Ну, когда им исполнится месяц, мы опять с вами встретимся, взвешиваем, проанализируем и узнаем, насколько хорошо набирают вес, насколько они правильно растут. То есть все это мы узнаем, когда им исполнится месяц. Ну а теперь давайте перейдем к нашим перепелочкам, замечательным, мясным, толстым, хорошим. Посмотрите, какие они крупные стали. Уже начали оперяться, полезло перо на крыльях, полезло перо немножко на спине, на хвостах. И вот буквально через неделю они уже будут еще раза в 2, наверное, крупнее. Вот сейчас, на данный момент, вес вот этой перепелки раза в 4, наверное, превышает первоначальный вес, когда она родилась. Они были всего лишь 2-3 сантиметра, сейчас уже сантиметров по 7 такие. Что же произошло за эти 7 дней? Из 112 перепелочек, которые у нас вылупились, 4 штуки, как я и говорил, был отход. И 3 штуки, там вертолетики были, шпагатики. Я их просто убрал. Ну, не имеет смысла их держать. Они все равно не выправятся. Рано или поздно, не на первую, так на вторую неделю они погибнут. Поэтому я их просто убрал, отдал кошке. Все остальные живы-здоровы, все бегают. Кормлю перепелок комбикормом для обычных цыплят, не перепелиный, стартовый там комбикорм. Вообще перепелиным комбикормом я никогда не кормил. Всегда кормлю обычным комбикормом для цыплят, либо для бройлеров. Вот сейчас на данном этапе выращивания кушают они ПК-2. По протеину примерно одно и то же, что и перепелиный ДК-52. Это уже ростовой комбикорм, который используется для откорма перепелов. Ну, практически одно и то же. По протеину, по обменной энергии. Ну, чуть-чуть маленько там разница, но я думаю, это не критично. Перепелишки набирают вес, растут, все отлично. Вот кормушка для перепелов, которую я делал самостоятельно из сантехнической трубы. Как и говорил, очень удобная кормушка в плане непросыпайки. Чем взрослее перепел, тем выше я поднимаю вот это вот отверстие. В итоге потом в конечном варианте она будет вот так вот полностью поднята кверху. Вот эти отверстия для добывания корма. Очень удобная кормушка в плане эксплуатации. Корм весь на месте, ничего не просыпается. Все отлично. Перепеленок засовывает внутрь голову, там кушает комбикорм. Здесь отверстий, наверное, штук 30. То есть 30 перепелят одновременно могут кушать. Также вот эта кормушка уже тоже, ну, обычная цыплячья кормушка, уже почти им уже по росту. Еще буквально, ну, 3-5 дней, и они уже будут спокойно вообще оттуда доставать, до самого дна выклевывать эту кормушку. Сейчас приходится просто сверху подсыпать повыше, чтобы комбикорм они могли дотянуться. Ну ничего, тянутся, он кушают. Ну и с этой кормушки тоже отлично все едят. Перепела до сих пор у меня содержится на подстилке из опилок. Ну, у них помет такой сухой, что тут вообще абсолютно сухо. Вот. Все отлично. Все буквально вот вообще все сухо. Никакой влаги, ничего нету. Периодически немножко подсыпаю еще. Когда лапа у них достаточно хорошо окрепнет, когда будет помещаться на ячейку 25 на 12, тогда уже можно будет убрать вот эту подстилку. А пока так, им вообще отлично, все хорошо. Ну вот, распищался опять. Вот только что молчали, все хорошо было. Самые активные, самые защитники, они сигнализируют
перепела сигнализирует своим собратьям, что тут какая-то опасность. И вот это самцы так предупреждают своих собратьев, что будьте настороже. Сейчас уже тепло на улице, тепло в сарае. Постоянно весь брудер открытый, я уже крышку не закрываю. Все открытое. Внутри помещения где-то 23-24 градуса, поэтому здесь у них тоже все отлично. Лампы горят в половину своего накала, им уже хватает. Со второй недели можно потихоньку вообще будет понижать температуру, и к месяцу уже лампы будут не нужны, просто переселяю их в клетки, и в клетках они уже доращиваются. Очень интересная птица, вообще неприхотливое в содержании, как уже ранее говорил. Главное сохранить первые 2-3 недели. Когда перепеленок уже окрепнет, он не болеет практически, отлично набирает вес. Это порода мясной техасский перепел. В плане откорма на мясо вообще никаких проблем с перепелами не возникает. Хорошо растут, хорошо набирают вес, не подвержены заболеваниям. А в том плане, чтобы получать от мясной породы хорошее качественное яйцо, тут, конечно, необходимо соблюдать необходимые правила, чтобы перепелка максимально эффективно несла яйцо. Вот так, друзья, кратенько о наших перепелочках. Встретимся с перепелами еще через недельку и уже посмотрим, какие они будут крупные. Если не каждый день наблюдать за ними, то они растут вообще моментально. Я их вижу в день по несколько раз, поэтому для меня они такие вот как обычные. Ну и тем не менее, все равно видно, что они очень крупные стали. Вот прям ну, вот вообще такие вот уже крупники. Уже скоро на шашлык можно будет и на сковородку. Ну все, друзья, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик. Ну и так далее и тому подобное. Всем вам я желаю добра. Всем до новых встреч. Пока-пока.